Тему все слышали, клевета. На самом деле тема не безболезненная, как и многие другие, которые мы с вами проходим. Но что такое клевета, надеюсь, все знают. Да? Вы говорите, что человек виновен, ну не вы, ну хотя и вы в прошлом, наверное, да? Хотя на самом деле это не его вина, это не его проблема. Вы говорите, он виновен. Да? Что такое клевета? Это ложь, направленная на то, чтобы обвинить другого человека по самым различным мотивам. И нам нужно будет, как обычно, по своему прошлому, по этой жизни, по предыдущим воплощениям пройтись и, конечно, эти хвосты позачищать. Основные мотивы по клевете какие? Чтобы избежать ответственности. Что сделать честный человек, если, скажем, разбил светильник? Он говорит, я разбил, я отремонтирую. Что скажет нечестный человек? Он быстренько ушел, пока его не заметили. Это касается чего угодно. То есть нечестный человек, он перекладывает ответственность на других. Первый мотив, да, очень такой неприятный, поганенький, это переложить ответственность на другого и самому ответственность избежать. Да, соответственно, кармические последствия вот таких вот действий, они состоят в чем? Карма смотрит, но этому человеку нельзя получить ответственное дело. Он не скажет правду, он будет врать, он будет обвинять других. И она говорит, ну, выше средней зарплаты, извини, дать не могу. И так, чтобы работа была, ну, такая, чтобы не очень многие люди от тебя зависели. Лучше, чтобы вообще не зависели. Почему? Ну, ты нечестный человек. Ты не скажешь правду. Ты вовремя не предупредишь о проблеме, которую ты создал. Да, ну и следующий мотив. То есть первое – это избегание ответственности. Второе – это устранение конкурентов. Да, то есть человек хочет занять что-то место, забрать что-то фирму, забрать что-то жену там, или мужа. Он создает ситуацию, когда делает невиновного человека виновным. То есть он готов ломать чью-то судьбу, потому что и он посчитал, что человек этому мешает по жизни. Да? Поэтому устранение конкурентов в любой сфере. В данном случае мы говорим прежде всего о самореализации. Но это принцип. Да? То ли ты честный человек, если ты побеждаешь честно. А противоположность это что? Честность. Да? Противоположность это честность. Что такое честность? Это основа чести. Человек, который дорожит репутацией, который не бросает слова на ветер. Если он сказал, то это правда. Если он сказал, что сделает, он сделает. Человек, которому верят. Честность – это основа, по большому счету, успеха. Да, поэтому по клевете мотив номер один – переложить ответственность на другого, избежать самому наказаний, убрать с дороги конкурента. Да, третий мотив – это месть. Когда человеку вожжа попадает под хвост, да, он там в эмоциональном состоянии, обиженный, да, неважно, взвинченный, у него все что угодно оправдано. Глаза на выкате, разум убежал там в эгрегор людей, которые не могут думать, да, или там в зависимости от включенной эмоциональной реакции, эта эмоциональная реакция человека управляет, и она оправдывает все. Вопрос же не в том, что думает человек, а что думает карма по поводу вашего поведения. Правильно? Поэтому правильно, когда человек стремится отвечать за каждое слово. Да? Он не избегает ответственности, а если он не прав, говорит, да, я не прав, я признаю, готов компенсировать потери, если он не прав. С таким человеком приятно иметь дело. Да, ну да. Компенсировав потери, но можно же продолжать работать, устранять ошибки, недоразумения, да, развивать процесс. Он не стремится убирать конкурентов бесчестным путем, он стремится, если побеждать, то честно, чтобы это никто не мог оспорить. Да, потому что если, ну, неважно, там рыцарь на турнире или что, кто угодно, с помощью какой-то гадости там победил, и что, вы за это будут уважать, будут считать его победу законной? Нет. Давайте повторим, давайте пересмотрим, проверим. Победа должна быть заслуженной. Да? То есть человек, когда он заслуживает уважения, когда он не ворует победы, а тот, кто устраняет путем там, клеветы или другими способами, он вор. Он ворует победы. Да?
должен быть принцип «я не ворую победы», я честно получаю свои призы. А третий мотив по клевете, да, это месть, да, там неважно, что произошло, что должно быть вместо мести у честного человека. Основа моих решений – это закон. Ни в коей мере не должны управлять мной эмоции. Эмоции – все, первый уровень – эмоциональное поведение. Какой там успех, какой там бизнес, какая элита. Ты на первом уровне с точки зрения своих эмоций. Управляет пятая точка. Невоспитанная, бешеная Муладхара. Может быть, иногда в обминку со Сватхисханой. Да? По логике, если у тебя зачет по второму уровню, у тебя уже нет внешних проявлений эмоциональных. Ты можешь внешне, осознанное управление, сдерживать негативные эмоции. Если человек этого не может делать, вы должны четко понимать, второй уровень по управлению собой не закрыт. Эмоциональное поведение. Да, третий уровень, и внутри у тебя уже негативных эмоций нет. Да, ты начинаешь формировать сверхсознательное управление, действовать так, чтобы атман усиливал, да, свое горение. Поэтому вместо мести должен быть закон. Четвертый основной мотив – это как один из методов, скажем, подавить человека, сделать его управляемым. Да, вот, человек находит такие способы, когда он врет, а у второго человека нет возможности защитить себя. Да? Поэтому клевета, да, обман. Да, я скажу, что ты украл 1 миллион. Вот у меня доказательства. Если не сделаешь что-то, то-то. Да? А человек понимает, что он не сможет себе защитить. У него нет юристов, предположим, нет там кого-либо, адвокатов, еще чего-либо. Он понимает, что он этого не делал. И если он слабый, он пойдет делать какую-то гадость или что ему сказали сделать, если он слабый. Да, в данном случае там клевета – это как или инструмент шантажа, или еще что-либо. То есть человек, который в данном случае клевета, ничем не внушается. Если это позитивная схема поведения, ну как можно управлять бесчестным, мерзопакостным, подлейшим образом? Нельзя. Это должен быть личный пример, личные заслуги и закон. Если человек позитивен, он идет по пути света, что лежит в основе управления? Не шантаж, не манипуляции, не обман, а что? Личный пример, все по заслугам, да, за тебя говорят дела, и ты действуешь в соответствии с законом. Четко, с уважением, классно. Да, тогда тебе почет и уважение, ты можешь расти. Да, потому что любой проступок, он никогда не останется безнаказанным. Вопрос времени, когда проблема догонит человека. Это просто вопрос времени. Последствия, надеюсь, всем понятны. То есть, что произошло какое-то событие, да, по идее, скажем, вы должны были пострадать, или не обязательно вы, клевета, где-то вы переложили ответственность, где-то просто направили негатив на другого человека. Да, вот произошло событие. В любом случае вы поступили несправедливо, если была клевета. Оболгали другого человека, сказали, он виновен, и он понес наказание. Да, то есть что возникает? К вам претензии есть? Есть. Со стороны человека, который пострадал незаслуженно. Со стороны сил, которые за ним стоят. Поэтому заслуживает ли человек серьезных наказаний? Конечно, заслуживает. Понятно, что в каждом случае будет свой диапазон, в зависимости от силы проступка, но вплоть до адов. Ну и особенно 9-й круг ада, это кто там по христианству, предатели, да, клеветники, те, кто предали своих добродетелей. Человеку с добром, а он со свиной, да, пятачком в ответ. В целом вот это вот по клевете.